Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 16 ноября. Поговорим о том, что категорически запрещается делать в этот день, а также на какие суеверия и традиции наших предков обязательно нужно обратить внимание. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Вам ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Итак, друзья, сегодня 16 ноября по народному календарю отмечается Анна Холодная. И непременным атрибутом этого дня у наших предков считалось приготовление мороженого. Но, пожалуйста, не думайте о том, что наши предки делали такое мороженое, как мы сейчас в современном мире, а делали в старину вот как. Замораживали молоко и сливки, благо уже погода позволяла это сделать, а после мелкими кусочками резали и посыпали сахаром. Такое мороженое подавали на стол с блинами. Особенно радовались такому угощению дети. Именно им родители доверяли такое важное дело, как заморозка молока. Также считалось, что сегодня приходила в наш мир потусторонняя сила, и выходить куда-то из дома без крайней нужды считалось опасным делом. Если собрался в путь, ни в коем случае ни с кем нельзя было ссориться, иначе домой не воротишься. Да и дома нужно было держать ухо востро. А для того, чтобы отпугнуть злых духов, нужно было как следует надушиться духами. Так считали в старину. Вот и повод купить, как говорится, себе новый парфюм. Также сегодня было самое время, чтобы обратиться к знахарям для снятия сглаза и порчи. Ученые до сих пор не могут ни доказать, ни опровергнуть реальность существования дурного глаза. Но все-таки знают, что негатив прилипает только к тем, кто его ждет и верит. Оттого и народные поговорки «беда не приходит одна» оправдываются. Поэтому, если вдруг вас постигли мелкие неприятности, можно поддаться искушению, страдать и жаловаться. А можно оборвать цепь негативных событий, найдя в своей жизни столько прекрасного, что стыдно будет сокрушаться по мелочам. А вот в церкви сегодня вспоминают русскую святую княжну Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославича. Также чтут память греческой царевны, дочери Константина Мономаха. Братом Анны Всеволодовны был Владимир Мономах. Родители помолвили княжну с Константином Дукой, сыном византийского императора. Однако его насильно постригли в монахи, и брак не состоялся. Тогда Анна решила, что ей следует посвятить себя Богу. Препятствий на пути к этому уже не было. Всеволод Ярославич возвел для княжны женский Андреевский монастырь, первый игуменей которого стала и Анна. При ней монастырь процветал. Что интересно, именно там появилась первая в Европе школа для девочек. Воспитанниц обучали грамоте, ремеслам и пению. Помогла Анна и в правлении отцу. Когда окончил земной путь митрополит Иоанн II, она стала главой посольства в Византию за новым владыкой русской церкви Иоанном III. Приписывают Анне выдающиеся способности к врачеванию. На Руси этот день называли Анна Холодная, а также Ерема. И, что немаловажно, сегодня наблюдали за погодой, по которой определяли, чего же ждать от зимы и порадует ли летом урожай. Говорили на Руси, что Ерема сиди дома, и говорили об одной из самых темных в энергетическом плане дней. Нечисть в этот день, по поверьям, готовится к святочному разгулу. Впрочем, она еще относительно тихо себя ведет на Анну Холодную, пусть и бродит среди людей. Поэтому наши предки перед выходом из дома молились, чтобы в пути избежать каких-либо неприятностей. Также в этот день можете нанести на себя аромат, если есть любимые духи или одеколон, и тогда считается, что негатив не пристанет.
Также на Руси 16 ноября внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на народные приметы. Говорили в народе, что «Анна без снега, не жди хлеба», предсказывая тем самым будущий урожай. Морозный день также предвещал плохие дела. Анна холодная, осень голодная. А если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали и плывущие низко облака. На Анну холодную из дома, как мы уже говорили выше, на Руси старались не выходить. По улицам, как говорится, нечисть ходит. Если выйти нужно, то избегайте долгих разговоров с прохожими не по делу. Во всяком случае, в это верили наши предки. В целом есть вероятность конфликтов, поэтому нежелательно сегодня общаться с большим количеством людей. Особенно это касается тех, кто вам не знаком или неприятен. Нервозность и злость под запретом в этот день. Позволить себе отдаться во власть этому настроению, значит, вы рискуете лишиться удачи. Поэтому старайтесь дарить окружающим только положительные эмоции. Опасались на Руси и ссор между супругами. Энергия дня способствует серьезным долгим ссорам, в которых муж и жена преувеличивают недостатки друг друга. В день Анны холодной делать людям комплименты, поскольку каждое лестное слово, произнесенное в этот день, отнимет то, за что похвалили человека. Кстати, у самого похвалившего тоже могут возникнуть неприятности. На языке типун появится. Нельзя было 16 ноября жаловаться на свою судьбу или же делиться собственными проблемами с другими людьми, так как они только усилятся. Нельзя утром было много говорить, можно было притянуть к себе негатив окружающих и по возможности лучше до полудня избегать многолюдных мест. После обеда же наоборот, желательно не оставаться в одиночестве. Надо пригласить к себе друзей и родных, сходить в гости к ним. И считается, что тогда удача и благополучие станут верными спутниками на весь год. Народными приметами не разрешается 16 ноября ссориться мужу и жене. Считалось, что сегодняшний разлад может привести к разрыву отношений и к разводу. Сегодня нельзя и не впускать в дом пришедшего человека. Однако после его ухода надо обязательно перекрестить входную дверь и порог. Делалось это все для того, чтобы не пустить в жилье негатив, который может принести за собой непрошенный гость. Не стоит в день Анны холодной и беременным женщинам работать, иначе роды пройдут тяжело, и ребенок будет беспокойным. Нельзя в этот день шить, вязать и вышивать женщинам, у которых часто болит голова. Мигрень станет их постоянной спутницей. Если же с рукоделием связана работа, то желательно в этот день взять выходной. В том случае, если это невозможно, рекомендуется, приступая к работе, трижды перекреститься. В народе в этот день было распространено одно верование в том, что 16 ноября нечистая сила спускается на землю и разведывает, как живут люди, а также совершает приготовление к святочному разгулу. Конечно же, нечисть не могла причинить никакого вреда человеку, а потому вела себя достаточно тихо. Однако крестьянину все же стоило поберечься. Так в этот день рекомендовалось покидать дом без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Переносили на другой день и дальнюю дорогу и старались не ссориться друг с другом. Прибавлялось работы и у колдунов и знахарей, поскольку, как говорили, именно день Анны больше всего подходит для снятия порчи или сглаза с человека, а потому от посетителей в этот день отбоя не было. Итак, следующие магические слова, чтобы снять сглаз или порчу. Нужно было взять от черной курицы яйцо, держать его над головой, читая следующие слова. От темной птицы плод взяла, весь негатив сняла. Уйдут все недуги, слова, злюки, нечистые помыслы наговоренные, негативные деяния затаенные. Тьфу, тьфу. Далее нужно было сплюнуть трижды через левое плечо, затем катить яйцо к ногам, а после разбить и вылить проточную воду, сказав при этом «плыви туда и забудь дорогу
сюда. Скорлупу закопать обязательно под сухим деревом. И проводили в этот день следующий ритуал, чтобы ребенка не сглазили. Мать обмывает ребенка в воде, в которой добавлено немножечко святой воды. Затем она вытирает его подолом своего нижнего платья и проговаривает: «Водой дитя обмыла, от злого глаза защитила. Аминь». Затем трижды нужно перекрестить заговариваемого своим нательным крестом. И важно, чтобы после этого ребенок уснул. А над спящим ребенком женщина должна прочитать молитву «Отче наш» 9 раз. По мнению наших предков, в этот день рождались люди, имеющие золотые руки, поэтому они становились достаточно хорошими мастерами. Но в то же время из важных недостатков людей, которые родились в этот день, это то, что они имеют скверный и замкнутый характер. Друзья, вот такие у нас с вами народные приметы на 16 ноября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну, а вы прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами буквально в следующем видео.